Главные новости этого дня. Известный советский и российский композитор, эстрадный исполнитель Юрий Антонов официально объявил о завершении творческой карьеры. Юрий Михайлович более 50 лет выступал на большой сцене. Причиной для завершения карьеры стали не только проблемы со здоровьем, но и напряженная работа в комитете. Юрий Михайлович Антонов хочет больше времени уделять работе в организации. У известной телеведущей программы «Давай поженимся» Розы Сибитовой арестовали две трехэтажные виллы на острове Бали. Общая стоимость вилл составляет почти 14 миллионов долларов. По данным полиции, виллы были построены еще в 2009 году, однако Роза Сибитова не афишировала данную недвижимость. К слову сказать, что по соседству с двумя виллами Розы Сибитовой находится и двухэтажный особняк другой известной телеведущей Ларисы Гузеевой, однако он пока арестован не был. Причина конфискации – длительная неуплата налогов. Известный российский музыкант, заслуженный артист Российской Федерации Сергей Пенкин готовится к срочной операции на сердце. По этой причине Сергей Михайлович отменил все ближайшие концерты на 3 месяца вперед. Стоит отметить, что в скором времени в жизни Сергея Пенкина должно состояться очень знаменательное событие. Известному певцу будет присвоено звание народного артиста России. Почти целую неделю все поклонники творчества известного актера Владимира Стеклова переживали за жизнь и здоровье любимого артиста. Несколько дней назад Владимир Стеклов, большой любитель рыболовства и охоты, потерялся в снежной тайге Ямало-Ненецкого автономного округа. Владимир Александрович заблудился в лесу и в положенное время не вернулся обратно в туристический лагерь. Известного актера искали службы МЧС и волонтеры. Владимира Стеклова обнаружили живым, в состоянии здоровья средней тяжести. По данным прессы, Владимиру Стеклову спасла жизнь собака породы колли по прозвищу Ханна, которая все время находилась рядом с актером и обогревала его. Пресс-служба комитета сообщает печальные новости из мира российского шоу-бизнеса и культуры. Накануне колоссальная семейная трагедия произошла в жизни известного музыканта и композитора Игоря Николаева. Накануне вечером произошел сильный пожар в загородном подмосковном поместье Игоря Николаева в его трехэтажном особняке, а точнее в личном ночном клубе Игоря Юрьевича под названием «Ночная сова». Еще в 2015 году Игорь Николаев построил свой личный ночной клуб, который находился рядом с особняком артиста. Игорь Юрьевич часто устраивал в своем ночном заведении музыкальные выступления, встречи друзей и другие мероприятия. Однако вчерашнее выступление закончилось летально. Но вчерашнее музыкальное мероприятие, которое происходило в ночном клубе Игоря Николаева и которое было посвящено 35-летию музыкальной деятельности артиста, приехали друзья композитора, известные артисты, родные и близкие. Игорь Юрьевич Николаев исполнил несколько своих самых знаменитых музыкальных хитов, а потом начался фуршет и праздничная дискотека. Однако в связи с тем, что ночной клуб не ремонтировался с момента постройки с 2015 года, произошла трагедия. Произошло возгорание внутри ночного клуба. Пожару была присвоена чрезвычайная степень опасности. Его тушили более 4 часов. Были пострадавшие и, к сожалению, не обошлось без трагического исхода. В результате чрезвычайного события погиб внебрачный сын Игоря Николаева, молодой российский артист по имени Евгений, который приехал на праздник к своему отцу. Также погибла младшая дочь Игоря Юрьевича Николаева, Стефания Николаева, которая работала дизайнером и модельером. К слову сказать, что еще год назад в жизни Игоря Николаева произошла и другая трагедия.
погибла его родная старшая дочь Юлия Николаева. По факту пожара в особняке Игоря Юрьевича Николаева было возбуждено уголовное дело. Еще одна колоссальная потеря в мире кинематографа и российской культуры. Накануне ушла из жизни известная актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации Вера Карпова. Печальную новость сообщили в Петербургском театре комедии имени Акимова. Актриса скончалась на 92-м году жизни. По предварительным данным, смерть наступила из-за проблем с сердцем. Вера Николаевна Карпова сыграла более 150 ролей в театре и кино. Самые известные фильмы и сериалы современной России – это «Матильда», «Бедный Павел» и сериал «Улицы разбитых фонарей». Печальное и трагикомическое событие произошло с известной российской певицей Дианой Арбениной. Диана Арбенина упала с балкона в фан-зону прямо на собственном концерте в ночном клубе Санкт-Петербурга. Певица захотела пройтись по сетке, натянутой вдоль балкона, но конструкция не выдержала, и артистка упала вниз. Диана Арбенина упала вниз под возгласы толпы, но фанаты успели ухватить ее за руки и вытянули наверх. У известной советской, российской и латвийской певицы Лаймы Вайкуле начался рецидив онкологического заболевания. Уже на протяжении нескольких лет Лайма Вайкуле отчаянно сражается с раком груди. Друзья артистки подтвердили вновь, что у Лаймы Вайкуле начался рецидив заболевания. В связи с тяжелым состоянием артистки Лайма Вайкуле была госпитализирована. Во время нового телевизионного ток-шоу, съемки которого проходили в Южной Африке, тяжелую травму головы получил известный российский юморист Михаил Галустян. Известный артист вел репортаж с возвышения. В какой-то момент во время интервью и репортажа Михаил Галустян не удержал равновесия и упал вниз. Артист был срочно госпитализирован. Несколько часов назад поступила печальная новость о семье известного актера, народного артиста Российской Федерации Михаила Сергеевича Боярского. Вот уже почти целый месяц семью известного артиста обвиняют в незаконном бизнесе, операции, связанных с недвижимостью. Михаила Сергеевича Боярского отпустили под домашний арест, а вот у его сына Сергея Боярского ситуация очень сложная, которая привела к трагическим последствиям. Видно, общественный деятель Сергей Боярский, который находился в следственном изоляторе Санкт-Петербурга уже более 2 месяцев, получил тяжелую травму в результате общения со своими сокамерниками. Конкретные травмы сына известного актера не уточняются, однако есть достоверная информация, что сын Михаила Боярского, Сергей Боярский, в результате нападения на данный момент не может ходить и находится в больнице. Отметим, что сына Михаила Боярского задерживали уже 2 раза – летом прошлого года и осенью этого года. Первый раз общественному деятелю удалось уйти от ответственности, а на этот раз он оказался в следственном изоляторе. Сына Михаила Боярского обвиняют по нескольким направлениям: получение крупных денежных взяток, злоупотребление должностными полномочиями и ведение незаконного коммерческого бизнеса. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.